больше не могу, я отбываю в Украину. Нас всех отправили на завод Азовсталь. Спали на бронежилетах. Каждый день экстремальный был. Не хватит песка на море. Столько, наверное, сколько у них было боеприпасов. Мы все были готовы сражаться до последнего. Наш рационный день составлял это полпластикового стаканчика каши. Здравствуйте, Эдуард. Здравствуйте. Мы сегодня приехали с вами пообщаться, узнать, как вы встретили 24 февраля, где вы находились и вашу дальнейшую историю там, по разговору, по диалогу. 24 февраля я встретил в Финляндии. Находился там уже год. Планировал домой попасть в июле месяце, в запланированный отпуск, но пришлось попасть немножко раньше. 24 февраля в 6 утра, да, мне позвонила супруга, и сказала, что в Мариуполь уже первые большие взрывы слышны. Но до этого постоянно отслеживал новости, соответственно, понимал, что вот-вот что-то будет, что-то начнется. И 24 февраля очень и очень быстро еще показался на работе. Сказал, что извините, но работать я больше не могу, я отбываю в Украину. В 11 дня я уже был на границе, на финской границе. Уже готовился к посадке на паром, который отходил на Эстонию. То есть приходилось добираться Эстония, Латвия, Литва, Польша, и, соответственно, Украина. Пришлось купить в Литве машину, потому что никакой транспорт не ходил. До Литвы я добрался, а в Литве уже пришлось покупать машину, потому что уже обычные автоперевозки не работали. Купил машину на всех парах, соответственно, в Украину. Дорога была тяжелая, куча блокпостов, комендантский час. В общем, доехал я за 4 дня домой. Доехал я домой за 4 дня. Первое, конечно, что это было, увидел родных и близких. И сразу, узнав, где происходит набор, будем так говорить, я не знал, ТРО это еще что-то. Надеюсь, набор защитников, которые будут защищать родной город. Направился туда, где уже, соответственно, был зачислен в территориальную оборону. Все было очень быстро, обмундирование получали быстро, экипировку очень быстро, все очень быстро. Получили, расписались, и нас всех отправили на завод Азовсталь. Много было таких там добровольцев, как вы? Было очень много, потому что я даже знаю уже потом с разговоров с товарищами, люди даже не успели многие попасть. Почему? Есть определенный лимит, уже больше людей брать нельзя было. Людей было действительно очень много. Много было людей. Я не видел, как до этого были, но мне рассказывали. Желающих было очень много. Соответственно, может, брали не всех, может, еще как-то по каким-то причинам, но я этого не знаю. Людей было много. И выдали экипировку, оружие, обмундирование, Отправили на завод Азовсталь. То есть непосредственно там дислоцировалась наша часть. Какими были первые дни на Азовстале? Какая там была ситуация, обстановка? Самые первые дни приходилось спать на бетонном полу, соответственно. То есть спали на бронежилетах. То есть это непосредственно была территория самого завода. Это были там раздевалки, что-то такое. Железные ящики, которые даже на пол не положишь, на них не ляжешь. Спали на полу, ребята, просто на полу. Что максимум это бронежилет, бушлат, что можно было под себя подложить. Было уже холодно, отопления, этого всего не было.
Еще первый день вода была, уже на второй день и воды не было. То есть даже проблемно было сходить в туалет, так скажем, сколько людей у нас было, да. Вот, но первые дни... Где-то на Азовстале и пробыл всего по 4 марта. По 4 марта я пробыл на Азовстале. Вот. Ну, первые дни, ну как, водили в столовую. Попал я в комендантский взвод, занимался разгрузкой, погрузкой боеприпасов. Ну, я имею права все категории. Я как бы занимался немного, ну, я и на посаде и водитель был, меня взяли на посаду водитель, но немного занимался развозками, так будем говорить. Вот. На позиции я попал 4 марта, то есть уже направлен был бригадой на усиление позиции, нас кидали. Мы вошли в подчинение полку Азов. Вот. Попал на позиции на окраинах Мариуполя. Это мой самый, как говорится, не самый, но это мой родной район. Левый берег, где я все сознательные годы прожил. И мне именно свой левый берег пришлось защищать. Вот. Ну, местность я очень хорошо знал, левый берег. Ну, 50 лет мне уже прожил всю жизнь там, как бы, да, каждую улицу, каждый дом, все знаешь. Насколько сильно это помогало вам вести бой? Очень сильно. Лично, как бы, действительно очень сильно, потому что ориентация местности это очень многое дает. Очень многое. Ты знаешь, где может враг не пройти, где он не может пройти. В общем, можешь себе даже в голове уже визуально нарисовать картинку. Да, действительно, он может быть там. Почему там? Потому что там ему легче, чем там. И уже какие-то решения принимаешь, что тебе облегчает. Вот. Именно облегчает сдерживать врага. Это действительно так. Это, многие ребята пользовались там телефонами, да, скачанными картами. Мне этого не надо было, что я все улицы очень хорошо знаю. А вот ребята, которые были с вами, они тоже из Мариуполя или? Мариуполь защищали все мариупольцы. Ну, будем говорить так, да, кто были военные, я знаю, допустим, Национальная гвардия Украины, их было совсем мало ребят, это Национальная гвардия с города Запорожья непосредственно, там мой побратим служил в этой Национальной гвардии, служит. Вот, но он приказом там попал за несколько дней в Мариуполь, ну и, соответственно, уже остался его защищать. Вот, морпехи, я не знаю, город защищали, наверное, они не мариупольские ребята, это воинская часть, как бы, возможно, там и есть жители Мариуполя, это, соответственно, другие из других городов. Полк Азов, ребята, многие за длительный срок уже семьи там построили, у кого жены, у кого дети родились в Мариуполе, кто успели там, обзавестись семьями, так будем говорить, да. Вот, территориальная оборона, они все мариупольцы. Это, может быть, не все, конечно, но 99% это все жители Мариуполя. От стара до млада. Потому что приходилось видеть территориальной обороне и молодых парней 20 лет, и людей, которым за 60. То есть вот так вот. Были ли у вас какие-то экстремальные выезды? Каждый день экстремальный был. Каждый день был экстремальный. Каждый день, когда ты не знаешь, во сколько враг начнет. Как бы это каждый день, он очень экстремальный. Какие были мысли, планы, задача? Знаете, все мысли, все планы, все были все равно, как бы то ни было, на сдерживании врага. Вот. Даже порой себя, может, в чем-то упрекал, как бы то ни было, что мало думаешь о своих родных, близких, что даже о них
как-то вот действительно, наверное, мало думал, на этом себя ловил, потому что больше хотелось сосредоточиться именно на войне, чтобы не допустить какого-то промаха, какой-то ошибки. Вот так вот, как бы даже, наверное. Вы помните тот день, когда получили ранение? Я этот день хорошо помню. Очень Как хорошо. он Я его не забыл, начинался? это ж второй день рождения, как бы. Почему я это говорю, второй день рождения? Потому что со мной был мой побратим, которого с первого дня был со мной в теробороне. Вот, ну знаете, на войне с первых дней мы привыкли все друг друга называть по позывному. И сейчас, к моему стыду, я не знаю ни его имени, ни его фамилии, я только знаю его по позывному. Хотя с первых дней с ним, и с первых дней он со мной, как бы, ну вот, вместе были все время. Он погиб мой, я могу сказать, друг, побратим, тоже с первых с ним дней, это подполковник, пограничник, вот, который первый бросился меня спасать, когда я получил ранение, вот, который погиб со словами «Слава Украине». Ему дали звание Героя Украины. Он погиб на моих глазах. Это Дашко Игорь, позывной Масон. Я этот день хорошо помню. И очень хорошо помню день до этого. Там тоже был он очень тяжелый, где тоже много погибло побратимов. И, грубо говоря, 72 часа до своего ранения я не спал, наверное. И в памяти все, каждая минута. А когда меня ребята вытягивали раненого с-под пуль, будем говорить так, оно ж минуты кажутся часами, кажется целой жизнью. Но ты помнишь каждую секунду. Почему-то как-то даже так, наверное. 4 марта, получается, вы были за территорией Азовстали. Да. Был за территорией Азовстали на окраине левого берега. Своего района. Да, это микрорайон Восточный. И пришлось отступить назад на И Азовсталь. потихоньку, с каждым днем, ну, будем говорить, не с каждым днем, но потихоньку мы отступали. Отступали, потому что большой был перевес в силе противника. Боеприпасов вообще у них было. Не хватит песка на море. Столько, наверное, сколько у них было боеприпасов. Стрелять им было совершенно куда. Если не там, они в нас, ну, они как рассуждали, я так думаю, если не там в нас попадут, то в том месте точно в нас попадут, в том месте точно в нас попадут. То есть такая хаотичная стрельба была, неприцельная, ну, крыли кварталами. Крыли, где оставалась одна земля, где оставалась, где... А удар не по видно. драмтеатру вы видели? Удара по драмтеатру я не видел, я находился в другом месте, но эту информацию я слышал, знаю. Я очень сильно переживал. Вот. Это все мы знали. Мы знали за то, что произошел удар по роддому, то, что произошел удар по драмтеатру, потому что тоже при этих ударах погибли наши парни. Такая вот жестокая, ну реально жестокая тактика ведения войны, это было ожидаемо? Или же вы даже не могли подумать, что можно вот так вот просто бомбить гражданское население? Было немножко ожидаемо, но немножко. Почему я это говорю? Потому что я застал бои 14-15 года. Я воевал в 92-й бригаде. Мы стояли на позициях. Враг вот точно так расстреливал село, бомбил по селу. То есть для меня то, что противник будет стрелять по мирным, будем так говорить.
Вот сильно большого удивления не вызывало. Хотя для многих парней моих, да, для сослуживцев, это, конечно, в какой-то степени был шок. Вот такие жестокие и бесчеловечные провокации, они, как на них реагировали ваши побратимы, как вы реагировали на эти удары вы? Была обозленность, ярость, чувство какой-то мести, возможно. Вот что это было? Все мои побратимы, все мои друзья. Вот. Это все патриотизм говорит, что люди готовы были умирать, люди умирали. Это тоже может быть, когда, понимаете, умирали парни 20 лет, и они готовы были это делать. Об этом даже подумать очень тяжело. Что молодой парень отдавал себя жертву за свой народ, за свой город. В такие годы он еще жизни не видел. Вот что было тяжело. Боль. Физической боли, наверное, никто не чувствовал. Все чувствовали боль за своих побратимов. Вот это вот моральная боль. Когда сегодня обнимаешься с человеком, смеешься, да, а завтра уже его нету. И это было очень часто так. Каждый день кого-то теряли. Вот она боль. И, соответственно, такая боль, она движет только вперед. Внутри мы все были готовы сражаться до последнего. Как бы это... какого числа вы уже вступили на Азовсталь уже окончательно? На Азовсталь я попал в день своего ранения, 4 апреля. В день, когда меня ранили, меня ребята вытянули из-под обстрела, эвакуировали, и уже с места эвакуации меня забрали военные медики на автомобиле. Забрали и уже отвезли в завод в Азовсталь. То есть в заводе я уже был 4 апреля, и зная о том, что наши парни еще на позициях сражались. Почему каждый день на завод поступали раненые бойцы? Кто-то потерял ногу, кто-то руку, у кого-то кишки наружу. Вот. Какие разговоры были вот с медиками, которые также такие же супергерои, как и защитники Мариуполя? Медики действительно это герои, наверное, которые 24 часа в сутки нас делали перевязки, зашивали, штопали ребят, которые оказывали помощь. Я вообще самое большее, конечно, поразился девчатам, медикам, молодым девчатам, которые не спали с нами ночами и которые еще даже пытались как-то развеселить нас. Это, конечно, наверное, даже выше моих сил. Вот, это герои, действительно герои. О чем вы разговаривали уже в госпитале непосредственно на Азовстале вот со своими? Все переживали. Ну и знаете, все равно, когда много говоришь о войне, уже голова болит. Все вспоминали в основном своих родных, близких, жен, матерей, детей. Ну и как-то в этом пытались друг друга поддержать, как бы, ну, чтобы как-то хоть, может, как-то морально, душевно быть немножко спокойным. Вот много разговоров было за семьи, очень много. Потому что еще даже находясь в бункере в Азовстале, мы не знали, останемся ли мы в живых. Знаете, как человек, наверное, хочет все вспоминать только хорошее. Плохое уже вспоминать, наверное, и сил не было. Как бы мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за Украину. Вот. Мы об этом тоже много постоянно говорили. Вы помните тот день, когда были
проведены операции в Азовсталь, когда прилетали несколько вертолетов на территорию Завода. Да, да, я помню этот день. Почему? Вертолеты прилетали, забирали раненых тяжелых, вот, и также забирали парней, которых я знаю. Вы вообще ожидали, что такое возможно сделать, такую операцию провести? Какие были надежды на это? Какие чувства получили тогда? Эмоции? Это очень сильно радовало. Это радовало, и опять-таки все равно, потому что находилось очень много тяжелых ребят. Так хотелось, чтобы их быстрее увезли на большую землю. Я застал последний вертолет, который улетел с нашими парнями. Вот. После этого ребят несколько раз, раза 3-4, поднимали на посадку вертолета. Но, по всей видимости, вертолет так и не смог прилететь. Но не получилось. Ребята поднимались, мы обнимались, прощались, желали всего им самого хорошего. Они нам желали, чтобы мы держались. Ребята выходили за бункер и опять возвращались. Раза 3 так было где-то. Которые уже, мы уже тогда, наверное, мы поняли, что все, вертолетов не будет. А до этого это, конечно, было. Мы ждали, мы знали, что сюда они везут подкрепление. Я знаю парней, которые приехали с Киева в Мариуполь защищать Мариуполь. Я знаю, что нам были поставки оружия, вот. Но мы постоянно, у нас у всех постоянно была надежда, что наши все-таки к нам прорвутся. Но чтобы не получилось котла такого. Мы все до последнего надеялись, что мы выйдем с Мариуполя. Это тоже надежда никогда не умирала. У вас была связь на территории завода? Вы как-то пытались дать какую-то весточку родным, что да, какая-то связь? Да. Такое было буквально 1-2 раза. Я забыл, как называются эти тарелки от Илона Макса. Старлинг. Да. По Старлингу, да. Вот, буквально всем дали добро. На 1-2 разговаривать мы не могли, но написать смс мы могли. Вот, все ребята написали. Всем ребятам ответили, родные и близкие. Ну и все, постоянной связи не было. Так что постоянно нет, такого не было. Это было, даже я так скажу, эта связь была, я помню, 13-14 апреля. Я вот запомнил, что в эти 2 дня, вот, что мы могли все, потом все, у нас связи не было. После... А были такие дни, когда не было, что есть, например, на Азовстале? Были такие дни, мы все дни уже буквально 2 недели, может 3 недели. Наш рационный день составлял это полпластикового стаканчика каши. Это рацион еды в день. Это у всех было. Ну да, это... Все это делилось между всеми поровну. Все это приносили нам еду ребята с других бункеров, потому что наша кухня была разбомблена на нашем бункере. Нам готовили на других бункерах. Это вот, и еду ребята под обстрелами. 1 раз ребята не смогли до нас с едой добежать даже. Вот, попали под обстрел, погибли. Вот такое было. Рацион еды составлял полстакана каши в день. А вода? Вода была, но мы ее употреблять старались кипяченой. На антисептике ее кипятили. Ну хотя бы, чтобы есть такое, что вот жажда, да, попить. Там стакан воды выпить, к примеру. А так, что по чуть-чуть, грубо говоря, смочить губы, но эта вода была не предназначенная ни в коем разе для питья. Она уже, сероводорода, запах от нее был вот такой, что уже, много ее не выпьешь. То есть были ограничения как в воде, так и в питании, вот так вот.
Русские часто предлагали сдаться, сложить оружие. Ну, вы знаете, мы были в бункере для тяжелораненых. Это предлагали, когда были в бункере или когда были на позициях? На позициях. Ну, когда были на позициях, утро начиналось всегда с песней Кобзона и с песней, по-моему, Чичерина, но я могу ошибаться. Было пару песен таких. Вот. После чего они выносили большую колонку где-то. Это слышал весь район. Выносили большую... Это было всегда в 6 утра. Фанаты Кобзона. Выносили колонку, да. Это были вот эти пару песен. Каждый день одно и то же. Я уже не помню, какие песни. Знаю точно. Первая Кобзон, вторая, по-моему, Чичерина. Ну, там... Я точно не знаю. Так это мы между собой так говорили, да. И после чего шел ультиматум, что так и так, сдавайтесь. В общем, все, что мы видели в фильмах о Второй мировой войне. Вам будет горячий чай, кофе, к вам будут хорошо относиться, то есть сложите оружие, выходите с поднятыми руками, там такое-то. И после чего уже, это каждый день было, после чего начинался минометный обстрел, такое, а потом уже шли в бой живая сила, танки. Гимн Украины часто звучал на территории Азовстали? Как-то взбадривал он, помогал? Ну, вы знаете, взбадривал, помогал нам. Ну, что говорить за весь завод, я не могу, мы находились в бункере, да. Нас взбадривал, помогало, у каждого в телефоне были патриотичные песни, которые так ходили по всему бункеру, да, все скачивали, писали, слушали в наушниках, все. Хорошая песня, она всегда придает сил. Вот такое. Что больше всего поднимало боевой дух? Боевой дух. Это больше всего, как бы то ни было, это у каждого так было. Это общение с побратимами. Когда ты общаешься, видишь, что с тобой самые родные люди. За все время люди, которые в любой момент готовы тебя прикрыть, вот, которые готовы жизнь за тебя отдать. И ты точно так готовы за них. Вот этот дух поднимает очень сильно. Но я же еще раз скажу, большое спасибо нашим военным медикам, которые были такие моменты, они уже просто физически не могли справляться, когда каждую минуту поступает раненый боец, которому надо серьезное вмешательство. Выносят одного с операционной, завозят второго. Люди не знали, что там такое перекур. Врачи, там такого и не было. Там вот так был конвейер. Это было... Это жестко, тяжело было. Мы слышали, когда человека подсоединяли к искусственному питанию, и мы уже слышали, когда он не дышал. И мы понимали, что человек умер. Вот такое было, да. Не один раз такое было, что просто не могли спасти. Чем дальше, тем больше заканчивались медикаменты. Уже тяжело было бороться за жизнь, да. Но до последнего все равно, как могли, боролись за жизнь каждого. Почему россияне так боятся Азов? Полк Азов, я житель Мариуполя знаю. Я знаю, в 2014 году город освобождал полк Азов. Потому что я явился свидетелем того, как на окраинах города стояли Збройные силы Украины, а в центре города, на территории горисполкома, на территории тогда еще ОБОП, находились сепаратисты. И непосредственно полк Азов освободил город от сепаратистов. Вот. Я с многими ребятами познакомился с полка Азов. Со справжним патриотом Украины. Это ребята, которых в первую очередь любовь это к своей родине, для которых родина действительно является матерью. Вот. У которых великий дух патриотизма, и которые сражались очень отчаянно, поэтому, наверное, их и боятся.
Наверное, именно поэтому к ним по-другому и относились, к Азову. Как начался тот день, когда произошла эвакуация? С чего начался этот день? Эвакуация началась с того, что начали выносить тяжелораненых на носилках с бункера. Вот. Ну, значения аж не было, кто ты. Нацгвардеец, морпех, азовец ты, неважно. Ты тяжело раненый, тебя выносят первым, поднимают. Вот. Азовцев несли азовцы на носилках. Пограничникам несли пограничники на носилках, как бы. Вот так. Те, кто с теробороны, их несли парни с теробороны. Вот. Было даже очень тяжело вылезти с бункера, поднять на носилках, на поверхность выйти с бункера. Почему? Потому что уже настолько входы-выходы были завалены. Очень тяжело было по камням, под большим уклоном. Вот. И с бункера вынесли нас, и мы еще, наверное, километра 2 нас несли на носилках. Километра 2 несли за территорию завода. За территорию завода вынесли, где нас уже ожидали на территории завода, нас встретили. Вот. На территории завода. Ну, на расстоянии от бункера, да? Нас встретили уже россияне. Сразу, у кого есть оружие, сдать оружие. Вот. И уже они нас вели по маршруту, уже выход с завода, где уже нас ждали их основные силы, так скажем, которые производили досмотры, осмотры, которые распределяли нас по автобусам. Ну, у нас было там раненые в одни автобусы, те, кто нас выносили в другие автобусы. Почему? Потому что раненых повезли в Новоазовск, потом это Донецк, реабилитационный центр. А тех, кто нас выносил, то без ранений парни, их сразу повезли в Еленовку. Вот. Когда вы уже были в автобусе, вы поехали в Новоазовск, какое было к вам там отношение? Ну, отношение было, когда снимали на телефон. Говорили, вот какие мы хорошие. Чтобы мы сказали, да, вы действительно хорошие. Вот так вот. Вот видите, сейчас привезем, сейчас вас накормим, сейчас все будет. Вот так вот. Да, нас привезли вечером. Там долго принималось решение, то ли мы в автобусах будем ночевать, то ли нас дальше повезут, то ли нас здесь выгрузят переночевать. Но нас там выгрузили. Это в больнице, уже в самом Новоазовске. И для нас даже было странно, мы там поужинали. Вот. Но уже на следующий день поужинали, все, легли спать. За дорогу действительно устали все. Когда ты лежишь постоянно, не вставая в бункере, вот, и такое путешествие, оно сильно выбивало из сил. Какая-то каша была. Ну, это хлеб был, потому что все мы уже скучали тогда за хлебом, находясь в бункере. У нас мы давно все хлеб не видели. Это было пару кусочков хлеба. А было какое-то вот, когда вы вышли из Азовстали, было какое-то чувство хоть немного какого-то облегчения? Или же вы понимали, что выходя из одного котла, вы попадаете вот в другой? Да, вот так было быстрее. Чтоб прям такого чувства, что легко-легко не было. Потому что было чувство, куда ты попадешь, как бы неведение все равно было. Может быть, даже где-то наоборот чувство какой-то тревоги было больше. Даже вот так было. Связь с родственниками давали какую-то? Сообщить домой, позвонить, что все Находясь хорошо? в плену? Да. Да. Нет, тогда об этом даже разговора не было вообще. Не было разговоров таких, никто никогда не предлагал. А может, За деньги отдельную доплату или же там... Отдельную доплату у нас выверили, все карманы вывернули, забрали все документы, все, что было, все забрали, ничего не было. У кого-то, если были деньги, то их тоже забрали. Как доктора к вам относились? В плену? Мгм. Ну, они, будем говорить, да, так что перевязки, когда делали бойцам,
Ну, бинт для них это что-то было, наверное, с мира фантастики. Всех перевязывали простынями. Был простыни рватый, да, всех только простынями. Бинт такого не было. Его вот не было в принципе, ну, в той больнице, или же просто вот ради вас никто не хотел? Этого мы не знаем. Этого мы не знаем. Может, и в принципе не было, может, нас не хотели. Ну, нам это никто не говорил. Были какие-то правила там в комнате? Вот нельзя вставать, нельзя ходить? Да, такие, ну, конечно, это да. Мы не вставали, мы не ходили. Максимум, что это можно было, это выйти в туалет, и то по-большому. И то с разрешения, вот так вот. То есть, Душ, ничего такого не было. ну, в плену, там в Донецке, там вода почасово подается. Вот, как бы там... А нету вот какого-то распорядка дня на день, что там вот во сколько-то подъем, там обед, завтрак? Когда мы попали в плен, ну, будем так говорить, да, еще даже до самого плена, но когда мы уже сдались, да, у нас были изъяты все личные вещи, документы. Очень большое внимание акцентрировалось на часах, чтобы непосредственно часы все сдали, у кого были часы. То есть, наверное, тоже это какой-то психологический тыск, я не знаю, как правильно сказать. Во времени мы были там потеряны. Уже потом, что мы знали, уже узнали, в какое время у нас завтрак, обед и ужин, только поэтому мы ориентировались, сколько время. Могли уже понимать, что прошло столько, а нам там через пару часов обед. Почему? Потому что постоянное время хотелось знать сколько, и все равно жили там от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Потому что, я не знаю, как сказать, относительно питания, но все-таки питание такое, что просто тебе не дать умереть с голоду, и все. Но, наверное, чтобы ты даже не мог оправиться как-то. Ну, знаете, когда человек кушает, как бы, чувствует себя лучше, но это не давало. Ты поел, и сразу же хочется есть опять. Всегда хотелось есть, да. Вы сильно похудели. Все там сильно похудели, все очень сильно похудели. Там это каждый говорил, как бы про себя, как что. С такими ряхами никого не было. А какие-то международные, возможно, организации пытались? Я один раз, я слышал, я же говорю, была слышимость хорошая, было тихо. Нам не давали общения между палатами. Вот, когда общался, разговаривал о чем-то с рядом лежащим бойцом, и то, будем так говорить, нам, это будет мягко сказано, но делали замечания, что это вы разговариваете. Часто приходилось даже шепотом там. Вот. И мы очень хорошо слышали, что происходило на коридоре. Вот. И я явился свидетелем того, что было, что был прорыв к нам. То ли Красного Креста, то ли Красного Креста с журналистами. Я это слышал, что ихний старший доложил им по радийке ни в коем плане не впускать. Что, по-моему, как... или журналисты к нам. Я услышал, там и Красный Крест проскочило. Что, возможно, к нам даже, хотели попасть представители прессы и представители Красного Креста. Но я слышал, что именно такой поступил приказ к нам не пускать. Это я один раз вот такое, это я сам лично слышал. Во время перевязок там и так далее, медсестры приходили, врачи, они пытались как-то психологически влиять на вас, там, может, рассказывать новости. Постоянно это было. Это было постоянно. Как это происходило? Все с этого как бы и начиналось. Почему мы должны вас лечить, почему вы враги, вы фашисты, вы убийцы. Это без этого не обходилось. Был хоть один человек из военных или же там из медиков, который действительно проявлял какое-то человеческое Такие отношение? были люди, да, такие были. Бывало такое, приходили ли они к вам, там, предлагали перейти на их сторону?
Деньги какие-то предлагали, возможно. А гражданство? Ну, я такое слышал, но в нашу палату не заходили, у нас не было. Но я такое слышал. А кадыровцы к вам заходили? Нет. Нет. Когда мы в центре в реабилитационном были, то нет, кадыровцев не было у нас. А в Мариуполе вообще пересекались с ними? Да, с кадыровцами пересекались. В боях пересекались с кадыровцами. Это реально сильные какие-то военные, которые обучены, умеют воевать? Ну, или это- они в крайнем случае воюют лучше, чем ДНР, чем военные ДНР. Это, да, они воюют лучше, чем ДНР. Как вы узнали о том, что вас будут обменивать? Именно уже на украинскую сторону? Когда в Украину уже будете возвращаться? И были ли фейковые эти обмены, которые, например, вам говорили, что будет обмен, везли? Ну, потом это был было, да, обмен, это было. потом- Все, кто поменяли, об этом знают. Даже после первого такого обмена, как раз мы все что-то и подумали, что это фейковый обмен, потому что нагнали очень много журналистов. Вот, приехали шикарные автобусы. Вот. Много было очень журналистов, очень долго шла погрузка. Все это снимали, брали интервью, там все. Журналисты были с их стороны? Да, да, с их стороны. Нас отвезли там 100 метров. Ну, 100, может, 200 метров вывезли. Мгм. Все, поступил приказ, украинская сторона сказала, что не хотит сегодня вас менять. Прям вот так и говорили. Ага. Вот, вас даже Украина забирать не хочет. Ну, как бы в таком плане. Ну, мы-то все знали, все мы это понимали, что это бред все. Вы это не воспринимали всерьез? Не воспринимали, никогда в это не верили. Как бы, знаете, наверное, даже, может, там сами себя мы поддерживали. Как бы, какой бы это фейковый обмен ни был, но все равно, ну, хоть что-то, хоть какой-то процесс начался, вот такое было. Потом второй раз было, подготовить списки всех на обмен, такие-то, такие-то. Нас прошли, пофамильно проверили, второй раз так и так. Как бы дали понять, что будет обмен, но опять срыв. Опять же там начинают медсестры, врачи, что вот, вы не надо Украине, так и так. Мгм. А уже когда поменяли, уже просто в 4 утра пришли, по фамилиям назвали. Все, на погрузку. Ну, вопросы задавать куда, кто, как, ну, там смысла не было, что никто бы нам ничего не ответил на это. Ну а когда сказали вот на погрузку, Да. вот какая мысль была? Все На равно была погрузку мысль, это что на обмен, на обмен. На обмен. Мгм. Потому что, ну, обнимались с нашими, с кем прощались, с парнями, которые остались. Вот. Им говорили парни, ну, хорошо, процесс пошел. Ну, постоянно так говорили, да, процесс пошел. В следующий раз вы обнимались, прощались, все равно как бы в душе мы ехали на обмен. Как вообще вы можете рассказать, как происходил обмен или... Ну, обмен везли нас на автобусе там долго, через много блокпостов, но нигде не досматривали. Вот. Автобусы по одному. С нашей стороны один автобус подъехал, с их стороны один автобус. С того люди вышли, с того людей. Людей вынесли. Мгм. С Такой одних- вопрос. Да. Как выглядели русские по сравнению с вами? Лучше нас выглядели, конечно. Лучше нас выглядели. У нас, наверное, силы радоваться по большому счету не было. Они бежали, смеялись. Откормленные, чистенькие. Выбритые, выстриженные. Вот. А мы все борода, грязные, немытые, все засаленные. Ну, разница эта сразу была сильно заметна. Мы уже и тогда там в автобусе начинали шутить. Эй, ребята, вам обратно лучше будет. Ну, это мы в автобусе между собой там в окно смотрели. Эй, ребята, вы не туда побежали, давайте назад. Ну, это так, шутка было между нами, что мы понимали, что их содержание лучше, чем наше. Какие были первые чувства, вот, когда вы уже оказались
в украинском автобусе вы отъезжаете. Не, первые чувства все-таки были, когда нас, наверное, привезли, уже вывезли с пункта обмена на более, ну, в другое место, уже более безопасное, так скажем, да. И нас высадили, там дали нам воды напиться, покурить сигарет, все хотели, там кому-то что-то может вкусное. Но когда мы стали взглядами все искать один другого, и когда у меня были самые большие чувства, когда я увидел своих побратимов, которые были в Еленовке, которых я очень долго не видел. И когда я увидел, это настолько были родные люди. И это тоже не забуду, как я их окрикнул, как они ко мне побежали, парни. Я на костылях, тогда у меня и сил не было на костылях ходить, меня под руки водили. Вот. И они ко мне, 4 человека, подбежали, мы стали обниматься, целоваться начали. Ну, это реально вот так вот что. Вот это были эмоции, это душу раздирало все. Это так было. Как ваша реабилитация сейчас проходит? Реабилитация Да. была как? Нам ваша жена подсказала, что у вас колено раздроблено. Ну, оно визуально есть, а практически его нету, как бы. Ну, быстрее всего это будет, наверное, в Европе. У вас, Ага, вот. вы ранее упоминали о том, что много ваших побратимов находились в Еленовке. Так. Во время этого, не знаю, как назвать, теракта или... Да, теракт, да. Там были ваши Да, знакомые, были. друзья, родные. Да, два человека, с которых я хорошо знаю, так скажем. Они 300-е, то есть тяжело раненые. Это я их просто знаю по фамилиям даже, как бы, что я мог, ну, по спискам погиблых и раненых отследить, кто где. Но многих я не знаю по фамилиям. Я знаю по позывным, но как бы, ну вот за 2 человек я точно знаю, что они 300 с ранениями. Понимали вы, что Россия может сделать такой теракт в 21 веке? Я это допускал. Я это допускал, что. Последний, напоследок вопрос. Да. Если есть, помимо того, что вы все рассказали, если есть еще что-то вспомнить, дополнить мысленно, такой вопрос в данный момент, на сегодняшнее время, что такое украинский дух? Ну, это, наверное, самый сильный дух в мире. Если касаемо духа, я думаю, это самый сильный дух в мире. Україна, вона непереможна. От, вона завжди була і буде. І прийде час, коли вона розцвіте. Дуже вам дякую. Дякую вам. Дуже вам дякую. Благодарю.